Всем привет! Сидим буквально при свечах. А в Австрии случилось то, про что был мой недавний ролик. В Каринтии настоящий blackout, отключение электричества массовое. То есть они буквально вот пробиваются. У лебедей тоже серьезная проблема, я про это скажу. И покажу, как мы обошлись, как мы боролись с этим самым блэкаутом. В том числе покажу, что было с температурой в доме. Зима, все-таки минуса, все-таки. А отопление у нас на электричестве, как знаете, и его не было. Итак, что произошло? Произошел в январе снег. Вот такое бывает. Но снег непростой. Сначала была странная ночь, ночью было плюс 7, и с крыши стаял снег, вообще все таяло. Потом подул какой-то ветер, а потом снег перешел в дождь. И вот этот снег падал при температуре где-то плюс 1, 0 плюс 1, соответственно, снег мокрый, и он шел очень долго, он шел всю ночь, просто это выпало в некоторых местах, в Каринтии выпало до 60 сантиметров снега за один снегопад. У нас во дворе вот эту картинку я вечером выходил. В общем, выпал очень мокрый снег, и этого мокрого снега выпало огромное количество. Видите, у нас кормушки засыпаны, все, деревья склонились, вот кормушку прикрыло ветками, даже ее не видно. В общем, снег мокрый, а Каринтия, как знаете, страна горная. Много узких дорог, которые ведут к всевозможным, там серпантины ведут к горным поселениям. Я показывал несколько видео, вы смотрели, в частности видео про супермаркеты в Австрии. Вы видели там дорогу. Дорога, с двух сторон деревья, узкая, зажата между горой и озером. Ну, соответственно, снег, вот куст наш, вот смотрите, что с ним стало. Катастрофа. Если кто-то смотрел видео регулярно, вот этот куст должен быть в 2 раза выше. Ну, ветки под тяжестью снега. Соответственно, попадали ветки, пообрывали линии передач, попереграждали дорогу. Короче, случился настоящий Армагеддон. Случился настоящий блэкаут. И вот смотрите, каша, вот эта каша снежная, она просто покрыла все озеро. То есть это не лед, это вот этот снег, который сантиметров 5 слоем на поверхности воды. Для лебедей это настоящая катастрофа. Я сделаю отдельный ролик, на другом канале выйдет, на релакс-канале. Куст слева вообще упал. Дело в том, что сильно холодало. Катастрофа. Вот, сильно холодало, и вот эта каша, которая на поверхности озера, вот эта каша ночью должна была превратиться в лед. И лебеди могли вмерзнуть. Ну, это кошмар моей жизни. Сирены завыли. Это сирена, когда случаются чрезвычайные ситуации, а это именно чрезвычайная ситуация, вот эта сирена. По той стороне везде электричества не было, у нас электричества не было. И все, ну, я пробил им немножко, чтобы покормить. Вы увидите, будет большой ролик на релакс-канале про лебедей, про эту ситуацию. Я был в постоянном контакте со службой спасения животных. Был готов, они были готовы выехать, но вот я вам расскажу про ситуацию, про развитие событий. Что же произошло? Вот этот снег привел к тому, что множество линий электропередач оказались поврежденными. Подъехать к ним никакой возможности. Мало того, все это произошло, вот основной день, когда все это развивалось, это 6 января, это праздник, выходной день в Австрии. Естественно, ну какой выходной день? Пожарные, все вот эти электрики, все аварийные бригады, все было задействовано, из отпусков людей выдернули. Вот. И началась работа. Работа фантастическая по объему. То есть без электричества осталось, ну, по скромным подсчетам, 20 тысяч домов. 20 тысяч домов одновременно оказались без электричества. Ну, помимо того, что бытового электричества не стало, ну вот смотрите, это вертолетами реально сдували снег с верхушек деревьев, чтобы пройти там к местам аварий. Железнодорожное сообщение было остановлено на время, ну вот смотрите, то есть там все позаметало.
То есть снег бывает регулярно как бы, но такой объем мокрого снега одновременно, вот случилась беда. Вот смотрите, электричества нет уже ровно 12 часов. Вот по прошествии 12 часов в доме 23 градуса, 23,1. А я вам буду показывать вот эти часы с термометром. Есть внешний и внутренний термометр у часов. В 23,5 градуса у нас в нормальном состоянии. Вот прошло времени, считайте, 12 часов с момента отключения. На полградуса температура внутри дома уменьшилась на полградуса. То есть у нас дом очень хорошо теплоизолирован. Поэтому, сказать, мы в итоге не зажигали ни разу ни камин. Нам не пришлось прибегать ни к каким таким мерам дополнительного отопления. А электричества не было 33 часа. То есть мы при этом 2 ночи. Вот 2 ночи 33 часа. Ну, с едой. Я подготовился. После того, как я ролик сделал про вот, blackout, я подготовился. Купил вот эту газовую вот такую штучку. И запасные патроны, вот газовые баллоны там к ней. Маленькая, это такое для кемпингов. Великолепно работает в закрытом помещении. Если объем помещения большой, можно пользоваться. А вот пельмени делали, чай, кофе. То есть вот она отработала, один баллон хватает на 2 часа непрерывной работы. У нас этих баллонов запас стоит все это копейку. Я на какой-то распродаже это купил. Вот смотрите, прошло еще, соответственно, вот несколько часов, и температура стала даже повышаться немножко. Солнце греет, это день, солнце греет. У них генератор работает. Слышно. А вот это вечером вышел, и в одном доме, как видите, горит свет. Ну, я... Как это? Подумал, что может у нас пробки вышибло. Проверил, нет, не вышибло. Ну, дом один, должны все гореть, а только у одних горит. Но оказалось, разгадка есть. Ну, вот у них коровники там, вот, и у них в коровниках стоит генератор, и кабель протянут, как мне рассказали. И вот они хитро обходятся. Ну, то есть у них генератор стоит, чтобы животные не замерзли, вот в случае чего. А как мы справлялись? Вот смотрите, ну, свечку мы быстро потушили, потому что свечка моргала, как-то мерцала неприятно. Вот такую штуку поставили. И достаточно освещает, чтобы ходить там, чтобы не спотыкаться. Вот, уникальная лампа. Купил в свое время. Она, во-первых, очень далеко светит, можно включить. А можно включить режим вот такого освещения. И вот в режиме освещения она USB-зарядка, просто заряжается 6 часов непрерывного горения. То есть, если у тебя аккумулятор заряжен, а у меня аккумулятор вот этот всегда заряжен, потому что мы ходим по вечерам, котов там ищем, ну, фонарь уникальный вообще. Вот он светит и дает свет достаточный вот в комнате, что, ну, вот светит, как несколько свечей. 6 часов непрерывно может гореть. Ну, великолепная вещь. Запишите в свой список, если у вас такого нету. Итак, с освещением мы как-то разобрались, ну, отопление нам не понадобилось, а что же, с питанием мы тоже разобрались, горелка, а что же с холодильниками-морозильниками? Ну, понятно, что у нас есть холодильник, морозильная камера, и есть отдельно морозильный ларь в гараже. Из холодильника просто выставили на снег, картонкой сверху прикрыли, вот, чтобы птички не интересовались. И этого было достаточно. На ночь, когда минусовая температура, я это убрал в гараж. Ночь в гараже плюс 5 у меня, так что... А вот это морозильный ларь, вот этот, он выдержал 24 часа, было минус 2. То есть еще минусовая температура. Но наступала ночь, и на улице холодало, а здесь в помещении я просто побоялся, что уже дальше не выдержит. И просто переложил из ларя, может быть, поправьте, если я не прав, в 2 сумки, снизу снег, потом там пельмени, вареники, ну все, что там лежало, включая мороженое, и сверху снег, и выставил. На улице было минус 3, ну, минус 3,5 где-то ночью, ну, вот как-то так. И смотрим еще раз, вот смотрите, вот этот свет как раз дали только что, итого 33 часа, вот за 33 часа температура снизилась на 2,2 градуса. То есть мы 2 ночи провели, зимой в минуса, 2 ночи провели.
33 часа прошло, и нам не понадобилось вообще включать никаких дополнительных, вообще ничего. То есть дом без отопления не остыл. Он не остыл. Просто дом построен правильно. Фундаментная плита утеплена. Верхнее перекрытие тоже утеплено. Стены 10 сантиметров изоляция. Качественная, дорогая 10-сантиметровая изоляция. И большие окна. Особенно вот с этой стороны. Солнце после обеда сюда светит. И через окно происходит хороший нагрев помещения. Поэтому у нас днем температура даже немного повышается. Ну, в общем, пережили мы как-то этот блокаут. Не то, чтобы нам понравилось, но дело житейское. Это первый раз за все время, что мы тут живем, за уже довольно много лет. Мотайте на ус, берите на заметку. Желаю, чтобы у вас никаких таких блэкаутов не случалось. В общем, прорвемся. Пока-пока.